Раз шутки без гугла и про новые законопроекты народу не заходят, вернемся к старым добрым постулатам наших идеологов. Так решили на Банковой и влепили штраф городскому главе Нетишина за... Тут на скрине точненько прям указано. За несвоевременное информирование СБУ про встречу с иностранцем. Что? Основанием для протокола и штрафа явилась постанова КМУ от 18 декабря 2013 года. То есть, давайте я спокойно это все выговорю. Постанова Кольки Полиглота, принятая в разгар зимы 13-14 годов, явилась основанием для наказания городского главы в Украине 2024 года за несвоевременное информирование про встречу с иностранным гражданином соответствующих госорганов. То есть СБУ и не прекращали следить за тем, чтобы чиновники не встречались с иностранными гражданами, и выделяют на эти мероприятия людей, технику, рабочее время с 2013 года по постановлению человека, который и само слово СБУ выговорить без речевых искажений не способен был, и страной управлял соответственно. Позвольте спросить, а зачем? Вы что-нибудь понимаете вообще? Я отказываюсь что-либо понимать. Доброго здоровьячка, хунту и хунтубры, мы из Украины. Я сегодня быстро, просто несколько фактов подорвали мне мозг, решил поделиться ими с вами. Человек Шмыгаль отправился в Польшу, и вот же ж непослушный какой. Осмелился нарушить президентский дресс-код, напялив на себя совершенно несоответствующий ситуации в Украине пиджак и вообще костюм. Да как он посмел? Хотя, постойте, возможно, разрешение так себя вести ему выдал лично серый президент, и это разрешение лежит в секретном костюме этого пиджака. Тогда это все объясняет. Выдыхаем. Не дело 5:30 мешаться в разрешение такого уровня. Но тут снизу поднырнули. Вот Красношапочка всея Советского Союза высказалась «за». Не против, а «за». Тот момент, когда у Красной Шапочки просто неудачные дни, а тут спросили такое, что аж шапочка с головы слетела. Причем не у самой Шапочки, а у ее воздыхателей, да и просто проходивших мимо людей. Не к месту. Но давно хочу задать вопрос. Уважаемые украинские производители рэбов, а вы вот эти палочки не прикрываете корпусами, чтобы ребята могли там носки сушить свои, не знаю, в паузах между выходами? Или это, может, раскладные удочки на карася? Я понимаю о договорах с Укроборонпромом, понимаю о сложности и дополнительной стоимости изделий, но я не понимаю, почему при том количестве жалоб на все эти торчащие дополнительные детали от бойцов и не только, вы до сих пор не прикрываете все, что торчит, хоть как-то корпусами. Оно цепляется за ветки, оно отрывается, оно цепляется за снарягу и отрывается. При переездах в куче снаряги оно цепляется просто за все, и если оно перепутается, например, с калашом, то молниеносно достать инструмент не выйдет. Оно отрывается и перестает работать, а хлопцы остаются без средств. Возможно, я просто не разбираюсь в маркетинге, и это такой метод привлечения новых клиентов. Так у вас же и без того очереди на месяцы. Можно как-то корпуса начать делать, а? Ну, позя. И в завершение пара смешных моментов из жизни дупотангов. Народный депутат Марьяна Безгугла до сих пор не вышла из партии «Слуга народа». По состоянию на 28 марта она даже не подала заявление. Соответствующее заявление от Безгуглой до парламента так и не дошло. Марьяна Безуглая написала в Facebook, что подавала заявление о выходе из фракции, но его не приняли. Ее якобы формально не отпускают, хотя она уверяет, что прошла все необходимые процедуры. Бурьяна заявила о своем выходе из фракции, напомню, в середине января. Это произошло на фоне множества скандалов, и тогда Нардубка заявляла, что «Слуга народа» — слабая партия, и что в Раде она останется как мажоритарный депутант от Оболонского района. Тогда же ее хотели отозвать с должности заместителя председателя Комитета по безопасности и обороне, но депутанги не приняли решение, потому что не хватило голосов. Днями же Нардубка снова оказалась в центре скандала. Вместе с Галиной Третьяковой она предоставила законопроект о введении уголовной ответственности за присвоение государственных функций. Это предложение было раскритиковано депутангами. Ни один народный избранник его не поддержал. Но, как мы видим из самой первой сегодняшней новости в ролике, это не помешало СБУ наказать неизговорчивого городского главу Нетишина за схожее нарушение. И совсем уж на финал. Безуглая пыталась устроиться на работу.
Она откликнулась на вакансию в команду вице-спикера Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, которая сообщила на своей странице, что набирает в команду СММ-специалистов. Главное качество – амбициозность и любознательность. Марьяна Безуглая одной из первых откликнулась на вакансию, но ее кандидатура не подошла. «Свят, свят, свят», — написала вице-спикер Верховной Рады України, уточнив, що у нее і так много роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат та репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.